А сегодня будет интересная тема, благодаря тому, что мы приехали с ребятами к нам в Московскую область, где были самые первые дачи после покорения Древней Руси Романовыми, так называемые горки, то есть это еще до элитной Рублевки, чтобы люди понимали, наши современники, кто, допустим, не проживает в московском регионе, на Рублево-Успенском шоссе дачи появились элитные уже при СССР, в связи с тем, что оно у нас тупиковое, не имеет проезда дальше, и для гостей из посольств не разрешалось посещать всю страну без предварительных, так сказать, запросов на место пребывания. А по Рублево-Успенскому шоссе разрешался выезд. Вот. И поэтому дачи дипломатов и дачи посольские, да, приемы, значит, проходили вот там беспрепятственно. А на все остальные трассы выезд был закрыт. Мы находимся в усадьбе Мальцебродова, или древнее место Вятичей, если брать там вольное право, да, естественное право доромановское, то здесь это река Клязьма протекает, да, сейчас это называется поселок Лесные Поляны, это примыкает к городу Наукоград-Королев, значит, и здесь много с этим связано, и Тихонравов, и Королев здесь трудились, а в Лесных Полянах жили нобелевские лауреаты Колмогоров, Алексеев, писатели-переводчики Захадер Борис, да, вот, значит, его супруга, вдова сейчас Галина Сергеевна, долгожительница, 95-й год, вот ей, и она художник. И здесь это место, оно, к сожалению, после захвата Романовыми в крепостные мужчин и женщин, значит, оно было одним из многих тех мест, где происходили эксплуатация людей и, в общем-то, переходящие в издевательства над ними. Малоизвестная усадьба Салтычихи, которая в этих местах в народной молве, былинах и даже в образовании краеведческих уроков средней школы в СССР, значит, было известно как усадьба, в которой происходили интересные события. И мы сегодня о них расскажем. И если погода нам позволит, значит, мы вам, дорогие наши друзья, тоже покажем что-то с этих мест. Дойдем до того места, где эта усадьба была. Конечно, сейчас там ничего уже не осталось. Практически ничего не осталось, но есть возможность будет посмотреть острова Вятичей, на которых потом происходили некие события при Салтычихе, которых мы можем на месте сказать. Значит, и остались здания, цокольный этаж усадьбы Салтычихи, из которой шел подземный ход на противоположную сторону реки. Возможно, он имел ответвление, так как здесь, в этом поселке, находился самый первый совхоз в СССР имени Ленина и Бронч-Бруевича. Мы покажем эти места, почему он появился в этом месте. Вот. И здесь, в этих зданиях, значит, потом при СССР были коммунальные квартиры. Вот. И какие особенности тоже мы на месте покажем. И что там было, и какие были свидетельства очевидцев. То есть это тоже информация, которая впервые будет озвучена именно для наших сородичей, сограждан, чтобы она не ушла в небытие. Вот. И здесь, может быть, даже в комментариях кто-то потом напишет, что нужно сделать, чтобы подобные места были чище. Потому что таких, как Салтычиха, надо понимать, было много, мы не можем сказать, сколько их было. Вот. Это просто одна из тех, кто, как бы, так сказать, засветилась уже там в фольклоре, даже, да, в истории. Соответственно, продолжение ее это где-то есть, соответственно, скорее всего, по сей день продолжение рода ее, так как она, находясь в тюремном, как бы, заключении условном, да, потому что это в монастыре
она была заточена, она все-таки родила, считалось, потомство от охранника и сына, значит, и, соответственно, вот, чтобы такого не повторялось, да, то есть ужасы эксплуатации человека человеком, вот, мы обязательно должны помнить эти вещи. И вот сегодня впервые мы постараемся о них рассказать. Лесные поляны мало известны тем, что здесь был образован самый первый совхоз в СССР, экспериментальный, который получился удачным, имени Ленина и Бронч-Бруевича, так он назывался, Лесные поляны. Значит, здесь была выведена знаменитая порода коровок холмогоры. Значит, но это место было выбрано не случайно. Чуть выше по реке находилась дача Троцкого конспиративная в поселке Черкизово, старое название которого Серкисово, потому что до 1812 года это была вотчина вот этого человека, как старшего, скажем, наверное, тысячника, да, выбранного в этих местах в самоуправлении. И на реке Клязьма находилась, значит, тайная конспиративная дача Троцкого, а чуть ниже по течению здесь, значит, Ленина и Бонч-Бруевича. Здесь же Чехов писал свой рассказ, там «Вишневый сад», и «Чеховский фонарь» у нас здесь находится. Но более интересно это место тем, что здесь проявилась одна из рабовладелец тех периода эксплуатации русского народа, геноцида Романовых, при Романовых. Это вот известная из школьных программ советских учебников Салтычиха. Значит, еще в советский период на уроках краеведения показывали фотографии и рассказывали истории учащимся средней школы советского периода, как, значит, происходила эксгумация тел и где проживала, значит, соответствующая вот, так сказать, барыня, мучительница. И надо понимать, что от нее несколько раз приходили ходаки, и там не на первый далеко раз, да, эта ситуация стала иметь значение, да, пока не вмешалась лично уже Екатерина и, значит, так сказать, не дала этому делу ход. Поэтому таких салтычих, естественно, было много, просто мы с вами знаем вот про одну из них. Печаль в том, что в данном случае река, которая Клязьма протекает в сторону Москвы, она так или иначе здесь связана с Яловским бассейном, и водопроводная вода, которая идет в город, она проходит в том числе вот эти места. И здесь есть в районе между Королевым и Лесными полянами, здесь есть два острова рядом с рекой, один из которых называется Птичий остров, и по местному краеведению, значит, второе название Детский остров. И мне поведал один из здесь тех, кто живет здесь постоянно уже во втором или третьем поколении, Павел, он же здесь является там председателем общества автолюбителей, у них здесь и стоянка, и гаражи с советского времени, вот, поэтому благодарю Павла за эту информацию эксклюзивную, которая внутри поселка, не публикуемая еще, вот, а существует, что в доме, где находилась Салтычихина, скажем так, служебные помещения, да, так сказать, приказчики и так далее, при СССР сделали коммунальные квартиры, и к каждой квартире относился по подвалу, внутри по секции, а подвал обустроен как коридорная система, и, значит, одноклассник вот этого Павла в детстве отбивал от стены кандалы в этом помещении, да, которые, вот, так сказать, для содержания людей. И печаль в том, что хоронили как раз на берегу реки Клязьма, там болотце до сих пор существует, и в этом месте тоже происходило в тот имперский период эксгумация, но так как это болото, эксгумировать много не получилось, какое-то количество. Официально известно, что около 130 вообще всего как бы трупов достали, но сколько точно неизвестно. Это причем не из этой усадьбы, а из той, которая в Википедии указана. А здесь про это вообще информации нет никакой, поэтому это абсолютно эксклюзив для наших зрителей вот, канала «Протоистория» и вот как раз этого цикла. О чем говорят мужчины. А почему нам это важно? А потому что там есть вот этот остров Птичий или Детский, где, по поверью, хоронили детей, как раз вот этих убиенных мужей и женщин. Вот. И до сих пор этот остров, он
не зарастает другими видами там, растений и деревьев, да, а на нем растут однотипные кусты красного цвета, которые имеют ветки окрас красного цвета. А все, кто из зрителей знаком с темой поисковых работ, там, например, по Второй мировой войне, там, поисковики, кто занимаются поиском без вести пропавших там, вот, во Второй мировой, они знают, что это одна из основных примет. То есть, когда встречается куст красного цвета, веток, круглый, особенно там, или большой, это, как правило, несколько тел или вообще братская могила. Вот. И здесь действительно до сих пор растут вот эти кусты красного цвета на этом острове. Мы с коллегами, с Вячеславом, 2 выходных назад сделали биолокацию. Да? Вячеслав, проверяли это по шкале от 0 до 10 по некрофильной энергии и по положительной энергии. Ну, нам дало 9 баллов из 10 отрицательное воздействие. А так как это связано с рекой, и по течению все это идет туда, вот, в сторону Москвы, и связано ручьями, каналами, то вот эта энергетика, которая, в общем-то, есть здесь, она не исправленная, не очищенная, да, она так или иначе влияет. Вот. И влияет она, да, по этой шкале. Вот, Вячеслав, я тебе слово здесь передаю. Ты как сам мы выходили проводил, туда, Александр там, показал место, рассказать. там ЛЭП еще идет. Конечно, накладывается негативное электромагнитное По-моему, там воздействие. 3 балла было из 10. Да, 3 балла из 10 по ЛЭП выдавала. Вот, по воздействию на биологические функции организма. А вот некротическая энергия там, да, достаточно 9, мощно, очень локализирована она была. Но я бы еще хотел сказать такое, что у нас была идея, что надо как-то это нейтрализовывать. То есть надо вот провести тризну. Сейчас и хотим поговорить. Вот, да, о том, что нужно провести какие-то, скажем... Вот, я бы попросил тех, кто будет смотреть наши видео, неравнодушных русичей, написать предложение на эту тему, как можно нейтрализовать. Ну, по поводу шунгита мы все слышали, да, а вот то, что это еще какие вот варианты, да, то есть, пожалуйста, пишите в своих комментариях. Вот, потому как вот это место, к сожалению, его не исправляли. Сейчас там действительно проходит река, проходит ЛЭП рядом, поэтому не застраивается это место, его можно посмотреть. Вот. А мы же в следующей части покажем там, где были древние усадьбы и где, предположительно, был через реку Клязьму, под рекой Клязьму проходил подземный ход от этой усадьбы в сторону усадьбы Калиша, где в дальнейшем при СССР был профилакторий Академии наук на противоположной стороне реки, уже в черте города Королев.